Российские автомобилисты массово ездят в Казахстан за дешевым бензином. Там 92 по 37 рублей, 95 по 48 рублей, дизель по 54. Цены примерно в 2 раза ниже, чем в России. В соцсетях все чаще появляются откровения, вроде того, что вся цель поездки в соседнюю страну – просто заправить машину. Пока одни россияне занимаются так называемым топливным туризмом, власти двух стран уже договорились. Казахстан в течение 2 месяцев будет поставлять в Россию бензин в качестве гуманитарной помощи. Сам топливный кризис в России начался в конце мая, после серии атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и объекты нефтяной инфраструктуры. С тех пор ситуация только усугубляется. В Казахстане наплыву топливных туристов совсем не рады. Звучат предложения ограничить продажу бензина иностранцам и ввести для приезжающих машин отдельные более высокие цены. Ведь такой транспорт не платит казахстанские налоги, но заправляется наравне со всеми местными жителями. Официально Казахстан покрывает свои потребности за счет 3 собственных МПЗ, которые в прошлом году произвели почти 6 миллионов тонн бензина. Есть и небольшой плановый импорт из России на случай пиковых нагрузок – около 285 тысяч тонн в год. Но теперь ситуация разворачивается в обратную сторону. Казахстан уже согласился поставить в Россию 50 тысяч тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95 в этом и следующем месяце с 2 своих заводов именно в формате гуманитарной помощи. При этом в Министерстве энергетики Казахстана уверяют, что дефицита топлива в самой стране не предвидится. Россия параллельно ищет горючее по всему миру. Источники сообщают об отправке из Индии от 60 до 70 тысяч тонн нефтепродуктов. Кроме того, Москва рассчитывает получить как минимум 200 тысяч баррелей авиационного керосина из Японии. Груз должны доставить из японского порта Тиба в южнокорейский Йосу. А уже оттуда керосин перегрузят на другие танкеры и отправят в Россию. Правда, экономисты сомневаются, что доставка топлива с Дальнего Востока сможет реально повлиять на ситуацию в европейской части страны. Попросту не хватает портовой и логистической инфраструктуры, способной принять и распределить такие объемы. А тем временем внутри России картина становится все тревожнее. Каждый день в сети появляются фото и видео очередей на заправках. Крупные сети АЗС вводят лимиты на отпуск топлива в одни руки, а транспортные компании ограничивают маршруты общественного транспорта и поднимают цены на проезд. Проблемы официально зафиксированы почти во всех регионах страны. В Новороссийске, крупнейшем нефтяном порту юга России, вчера вовсе остановили свободную продажу топлива. И местные жители жалуются на многочасовое ожидание у закрытых заправок. В нескольких городах в Волгограде, Краснодаре, Челябинске и Екатеринбурге уже появились отдельные автозаправки для чиновников. В Забайкалье очередь из машин у одной из заправок растянулась на 4 километра. А один из водителей рассказал, что провел в ней больше 1,5 суток. В Новосибирской области решили заправлять приоритетный транспорт по ночам. Губернатор региона объяснил, что в первую очередь топливо получат машины, от которых зависит жизнь и безопасность людей, а также снабжение продуктами. А в Краснодарском крае для охраны заправок от недовольных очередей местные власти привлекли людей с боевым опытом. На дежурство поставили вернувшихся с фронта участников боевых действий, среди которых есть и получившие ранения. На этом фоне звучит и политическая критика. Одна из депутаток Госдумы прямо заявила, что правительство скрывает истинные масштабы кризиса и напомнила, что почти треть российских НПЗ сейчас не работает. Она также предупредила, что очереди из грузовиков и фур неизбежно приведут к росту цен на перевозимые товары. Если не этой осенью, то уже совсем скоро. Ситуация усложняется еще тем, что на дефицит в России отреагировал и рынок соседней Беларуси. Спрос на белорусский бензин у нас в стране резко вырос. По данным Национального биржевого ценового агентства,
Бензин АИ-92 белорусского производства с поставкой в Россию за последнюю неделю подорожал сразу на 6%, до 127 тысяч рублей за тонну. А если сравнивать с началом мая, то к концу прошлого года цена на это топливо выросла почти вдвое. Только за один день биржевых торгов в конце прошлого месяца в России было продано более 6,5 тысяч тонн белорусского АИ-92, а также несколько сотен тонн более дорогого АИ-100. В Беларуси работает 2 нефтеперерабатывающих завода, которые перерабатывают именно российское сырье. Теоретически их мощностей хватило бы, чтобы обеспечить топливом весь московский регион, но на практике экспортные возможности заводов сильно ограничены. В приоритете у них остается собственный белорусский рынок. Резкий скачок цен объясняется прежде всего тем, что спрос на белорусское топливо подскочил из-за внеплановых ремонтов на российских заводах. Есть и еще одно направление, которое обсуждается все активнее – поставки бензина из Индии. Министр нефти и природного газа этой страны заявил, что у индийской нефтепереработки есть значительный потенциал, и Дели готов действовать в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на российском рынке. Технически организовать такие поставки несложно. Для этого нужны так называемые чистые танкеры, которые перевозят продукты нефтепереработки вроде бензина и дизеля. Эксперты Индийского аналитического центра, изучающего международную торговлю, отмечают, что официальная статистика пока фиксирует относительно скромные объемы экспорта нефтепродуктов из Индии в Россию на уровне нескольких миллионов долларов за апрель и май этого года. Если же в прессе появляются данные о куда более крупных партиях, речь скорее всего идет об оценках по данным морского отслеживания судов, а не об официальной торговой статистике. При этом сама схема выглядит логично. Россия поставляет в Индию сырую нефть, а взамен получает уже переработанные высококачественные нефтепродукты. Фактически это часть глобальной цепочки поставок. Крупнейшие индийские заводы, включая один из самых больших в мире МПЗ в Джамнагаре, вполне способны экспортировать топливо в Россию, хотя загрузка индийских заводов и так уже находится на пределе от 95 до 105% мощности. Долгосрочно нарастить экспорт будет непросто, но временно перенаправить часть объемов вполне реально, если это будет коммерчески выгодно. Главные сложности здесь скорее не технические, а финансовые. Стоимость перевозки, доступность свободных танкеров, их страхование, схемы расчетов между странами и необходимость учитывать санкционные риски. А вот с качеством топлива проблем возникнуть не должно. Большинство крупных индийских заводов производят бензин стандарта BS6, который соответствует самым высоким международным нормам, сопоставимым с Евро-6. И при необходимости индийские МПЗ могут скорректировать октановое число и содержание серы под конкретные российские требования. Получается, что Россия сейчас одновременно ищет топливо сразу в нескольких частях света – в Казахстане, Беларуси, Индии и даже Японии, пытаясь закрыть дыры во внутреннем снабжении. А тем временем обычные люди в разных регионах страны продолжают стоять в многочасовых очередях на заправках, наблюдая, как топливный кризис постепенно перерастает в кризис доверия к тем, кто должен был его предотвратить.